Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня я подготовила для вас обзор романтического фильма «Елена Свободная». Главная героиня фильма — Елена, женщина, которая замужем за Барри, пастором консервативной церкви. Их брак длится много лет, но между ними давно нет ни страсти, ни искренней близости. Барри — строгий человек с традиционными взглядами. Он крайне негативно относится к теме гомосексуальности, считая это грехом. Елена же не находит радости в этих отношениях и чувствует, что ее жизнь скучна и лишена смысла. Она мечтает развиваться как фотограф, но Барри это не одобряет, считая, что ее главная роль — это быть его женой и матерью их сына. Однажды Елена встречает Пейтон, талантливую писательницу, которая пережила болезненный разрыв с бывшей партнершей. Знаете, это очень длинная история. Но да, вы же писатель. Это забавно. Между ними с первых минут возникает что-то особенное, связь, которую обе не могут до конца объяснить. Пейтон видит в Елене внутреннюю борьбу и сдержанность, а Елена восхищается уверенностью и открытостью Пейтон. Что произошло? Я не знаю. Думаю, вся эта предсказуемая ерунда. Моя партнерша не могла принять то, что я много времени уделяю больной матери. Твоя партнерша. Ты лесбиянка. Их дружба развивается постепенно, и с каждой встречей они все сильнее сближаются. Елена чувствует, что рядом с Пейтон она может быть собой, свободной и счастливой. Впервые в жизни она испытывает романтическое влечение к женщине. Вначале это пугает ее, но с каждым днем чувства становятся все более явными. Их прогулки и разговоры превращаются в тайные встречи, где Елена чувствует ту страсть и внимание, которых давно не испытывала в браке с Барри. Я не уверена, что была влюблена в него. А он был влюблен? Я не знаю, я думаю, временами брак — это череда компромиссов. Я не знаю. Во время фотосессии Елена пытается сосредоточиться на работе, но обстановка становится все более интимной. Я просто зажата в рамке. Или, может быть, ты просто натуралка? Между ними нарастает молчаливое напряжение. Прикосновения становятся случайными, но ощутимыми. Елена чувствует, как ее сердце начинает биться быстрее, и видит, что Пейтон тоже это чувствует. В этот миг обе понимают, что это больше, чем дружба, но Елена все еще боится признаться себе в чувствах. Пейтон пытается откровенно поговорить с Еленой и объяснить, что она лесбиянка, а их дружба зашла слишком далеко, превращаясь в нечто большее. Ты знаешь, ты мне действительно нравишься. Ты мне тоже нравишься. Гораздо больше, чем просто. Она сомневается, стоит ли продолжать встречаться, опасаясь запутать Елену. Но Елена отказывается признать, что их связь должна закончиться. Она настаивает на том, что хочет продолжать общение, уверяя, что их отношения для нее очень важны. Я имела в виду, ты слышала, о чем я только что сказала? Да, но мы должны быть в жизни друг друга. Не в силах больше сдерживать свои эмоции и страсть, Елена приходит к Пейтон и сама ее целует. Привет. Этот поцелуй меняет все, и Елена уже не может притворяться, что их связь — просто дружба. Между ними развивается страстный роман. Однако эти отношения наполнены сложностями. Елена разрывается между новыми чувствами и семейными обязанностями. Она хочет быть с Пейтон, но понимает, что для этого придется разрушить привычный мир, в котором она жила долгие годы. Кто бы мог подумать? Знаешь что? Ты сделаешь это в итоге. Этим все и закончится, верно? Это ничего не значит.
Барри начинает подозревать, что Елена отдаляется, и отношения в семье становятся еще более напряженными. Елена старается скрывать свой роман, но делает это с трудом, поскольку с каждой встречей ее привязанность к Пейтон только растет. Каждый раз я думаю, что это невозможно. Любить тебя еще больше. Но я люблю. Со временем Пейтон начинает уставать от того, что их отношения остаются в тени. Она стремится к честности и открытости, но видит, что Елена не готова изменить свою жизнь. Я никогда не лгала тебе. И никогда не буду. Именно в этом пункте я не уверена, Елена. Ты не веришь мне? Несмотря на сильные чувства и привязанность, Пейтон решает разорвать отношения, осознав, что не сможет построить с Еленой общее будущее. Для Елены это становится тяжелым ударом, ведь она понимает, что впервые нашла человека, с которым чувствует себя по-настоящему счастливой. После расставания Елена остается одна со своими чувствами. Она осознает, что не может продолжать жить во лжи и притворяться счастливой женой. В итоге она решает развестись с Барри, чтобы начать жизнь с чистого листа. Это решение помогает ей освободиться от оков и найти свой истинный путь в жизни. Кроме того, Елена принимает решение стать матерью в одиночку. Для этого она обращается к своему близкому другу за помощью. Однажды судьба вновь сводит Елену и Пейтон. Их встреча оказывается внезапной и наполненной сильными переживаниями. Пейтон замечает живот Елены и думает, что та забеременела от Барри во время их отношений. Она чувствует замешательство и обиду, полагая, что Елена не была с ней честна. О мой бог! Ты что, издеваешься? Я могу объяснить. Не надо, Пейтон. Оставь при себе. Не говори с моей мамой так. Пейтон, выслушай меня. Елена быстро развеивает ее сомнения, объясняя, что приняла решение стать матерью самостоятельно и что Барри не имеет к этому никакого отношения. С напряжением уходит и недоразумение, оставляя место для искреннего разговора. Елена признается, что все это время думала о Пейтон и поняла, что не хочет больше жить без нее. Пейтон, услышав это, понимает, что ее чувства к Елене тоже остались прежними, и она больше не хочет сопротивляться этой любви. Я так по тебе скучала. Если вам понравился обзор фильма «Елена Свободная», подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео.